Алиса, стоп! Добрый вечер. Всем, кто меня слышит, всем, кто меня видит. Мы, как обычно, встречаемся по пятницам в 6 часов вечера, говорим о философии программирования и о философии программиста. Вы задаете вопросы, я стараюсь быть вам полезным своими ответами. Мне больше всего интересны, конечно, вопросы, касающиеся не меня лично, а ваших ситуаций, в которых я могу сказать что-то такое, чем помогу вам в вашей работе. Вопросы могут быть о менеджменте, об архитектуре, разработке программных систем и об объектно-ориентированном программировании, может быть, еще о карьере. Это тоже популярная тема, с которой ко мне приходят. Всего у нас 1 час, один вопрос мы оставляем напоследок и называем его философским вопросом, если у нас таковой вопрос появится. Первый вопрос. Как вы справляетесь с кривым кодом на работе и плохими процессами, если с ними приходится иметь дело? Как вы исправляете эти проблемы и как долго? Берете ли ответственность на себя за это? Зависит от того, что это за работа. Если это работа исключительно на дядю и результат работы от меня мало зависит, то лучше дистанцироваться от таких процессов и не пытаться их исправить, потому что получится, скорее всего, почти ничто, и вы только сломаете копья. Если же повлиять вы можете, то стараемся, конечно, исправить, и я в том числе пытаюсь как-то поменять ситуацию. Но я вам уже говорил, что плохие процессы и плохой менеджмент – это закономерность, а не дефект, внезапно и случайно появившийся. Нам кажется, что менеджмент не понимает, как плохо все устроено. Нам кажется, что руководство не видит, какой некачественный код мы пишем. Зачастую это не так. Прекрасно все видят, может быть, не до тех деталей, о которых вы можете знать, понимает руководство, но руководство понимает. И ему так комфортно, ему так нужно. Они так видят стратегию выживания этой бизнес-группы. Если вы выходите с предложением что-то поменять в свою сторону, то будьте готовы к тому, что вас воспримут прежде всего как врага тех людей, которые здесь уже давно находятся. Ищите новую работу, ищите новое место, в котором процессы лучше. Но не старайтесь быть Дон Кихотом, который воюет с тем, чего нет, воюет с той проблемой, которой на самом деле не существует. Дальше. Почему вы публикуете свои статьи только на своем сайте? Почему на Хабр не выложить? Когда я начинал писать свои статьи на сайте, Хабра еще не было. Точнее, он был, но он был какой-то супер малопопулярный ресурс, на котором никто не публиковался. Почему я не публиковался на Медиуме, например, хотя, по-моему, Медиума тоже тогда не было. Когда я начинал писать свой блог, то не было таких ресурсов, как Substack, допустим, сейчас, как Medium, как Хабр, на которых достаточно все солидно, красиво, аккуратно, элегантно туда можно писать и получать удовольствие. Были системы типа WordPress, на котором работать не хочется. И никакой радости от редактирования своих статей в WordPress я не получал. Хотя я попробовал в то время поиграться с WordPress. Это первое. А второй мотив, конечно, я же программист. И мне как программисту, мне кажется, необходимо иметь свой сайт. Если бы я был фуд-блогером или если бы я был фэшн-блогером, то, наверное, я бы писал на Хабре или на Медиуме, не зная, как толком настроить доменное имя, не зная, как хостинг наладить. Наверное, я бы делал так. Но как программист сама профессия обязывает. Дальше. Сожалеете ли вы о том, что не запустили собственные проекты, когда возможностей на IT-рынке было больше? Сегодня отрасль стремительно меняется, массовое внедрение GPT, сокращение ниш. Я думаю, что можно сожалеть и сейчас, вернее, и через 10 лет можно будет сожалеть о том, что сейчас что-то не сделал. И можно вернуться на 100 лет назад и там тоже найти места для сожаления о том, что кто-то что-то не сделал, и казалось, что тогда закрываются все двери, все окна, все возможности. Это не так. Всегда есть возможность для инноваций, и она будет и через долине в стартапы. И это... Секунду, тут у нас что-то остановилось. Я не знаю, почему так происходит.
Раз. Я прошу прощения, что-то здесь у меня иногда выключается. Я снова с вами. Я не помню, на каком месте мы остановились, поэтому я просто перейду к следующему вопросу. Если я не ответил на тот, на котором мы оборвались, вы задайте его еще раз. Нужно ли программисту быть пользователем продукта, который он разрабатывает? Я за 6 лет так и не поработал над проектом, который был бы мне интересен как пользователю. Нормально ли это? Скажу, что у меня ситуация наоборот. Я практически всю свою жизнь работал над проектами, которые так или иначе мне, как пользователю, тоже необходимы. И, наверное, ваша ситуация мне бы показалась менее интересной, менее увлекательной в профессиональном плане. Я бы искал все-таки что-то, где я создаю то, в чем понимаю, то, что мне понятно. Так что ответ на ваш вопрос, нормально ли это, скажу, наверное, ненормально. Если за норму принимать, например, меня, то ненормально. Но норма ли я? Это отдельный вопрос. Дальше. Как справляться с чувством профессионального одиночества, когда рядом нет постоянной команды или коллег, которые бы годами работали над одним open-source проектом и разделяли одну идею? Сложно. Давайте этот вопрос сделаем философским. Мне кажется, он не только касается open source, не только касается нашей работы, но, может быть, и жизни в целом. Давайте закрепим этот вопрос, Александр, и к нему вернемся в конце. Дальше. Пригласили работать в стартап, Роман спрашивает. Пишу на C++. Каждый день делаю по 10-15 pull-реквестов. Код просто ужасный в проекте. Ревьювер после 5 pull-реквестов начинает придираться. Что делать в этом случае? Спрашивает Роман. Если ревьювер придирается, то как там код ужасный? Как так получилось, что у них код ужасный, а ревьювер придирается? Обычно ужасный код там, где нет ревьювера. Там, где нет вообще ревью как такового. Вы попали в какую-то ситуацию, в которой, видимо, с вашей точки зрения код ужасный. А с их точки зрения он прекрасный. И этот ревьювер очень доволен тем, что у них там происходит. И очень доволен той ситуацией, которую он создал за последние годы работы. Когда-то мы разбирали эту ситуацию. Вы не сможете победить ее, будучи просто кодером, который контрибьютит по 15 pull-реквестов. Вы должны потихоньку стать локальным лидером мнений. Вы должны свою философию чистого кода и качественного кода начать нести в массы, в вашу команду. Проводить какие-то тренинги, проводить лекции бесплатные, на энтузиазме. Проводить разборы литературы, может быть, проводить открытые код-ревью сессии, где вы будете открывать код, может быть ваш, может быть open source, и все вместе сидеть и разбирать. Без давления. Не пытайтесь их учить, не пытайтесь им рассказать, что такое правильное программирование, а что такое нет. Просто разбирайте и слушайте их мнение. Они вам будут рассказывать, что правильно делать вот так, глобальные переменные это то, что нужно, и сеттеры, геттеры, и указатели всюду и везде – это тоже то, что нам нужно. Вы это все слушаете и провоцируете дискуссию, провоцируете обсуждение, чтобы был диалог. Они в итоге начнут так или иначе вас воспринимать как лидера этого процесса. Может быть, не самого грамотного, может быть, не самого авторитетного, но хотя бы организатора. А потом вы получите возможность сказать какое-то свое слово и предложить этим людям какие-то инструменты для контроля качества кода. Чтобы не ревьювер субъективно решал, что такое хорошо и что такое плохо, а чтобы у вас был какой-то стайл-чекер, какой-то статический анализатор, какая-то система контроля качества кода. И вы ее предложите, вы ее внедрите сначала в примитивном варианте, сначала с 5 базовыми правилами, а потом потихоньку начнете ее улучшать, усиливать и так далее. И, может быть, через год, через 1,5, через 2 вы придете к ситуации, в которой, во-первых, вас слушают, и, во-вторых, вас не обязательно нужно слушать, потому что вы кодируете в соответствии со стандартами, которые уже утверждены в вашем проекте. Дальше.
Нравится ковыряться в Linux. Стоит выбрать DevOps? Ковыряться в Linux и DevOps. Мне кажется, что все больше активность, которую мы называем ковыряться в Linux и DevOps, расходятся в стороны. Все больше DevOps приближается к программированию, а ковыряться в Linux исчезает как активность вообще. DevOps — это больше про написание файлов конфигурационных. Это про создание пайплайнов, которые при своем создании Linux это и не касаются. Если вам нравится в терминале что-то делать, если вам нравится именно в командной строке работать, то вы как будто бы не DevOps, вы админ из прошлого. DevOps, они в командную строку-то, по большому счету, и заходить-то не должны. Они должны знать инструменты, с помощью которых можно настроить клауд-системы, клауд-пайплайны. И все это делается в основном на YAML языке, а не на Bash уже сейчас. Есть там фрагменты на Bash, безусловно, приходится писать и скрипты, и на Bash тоже. Но основной инструмент, конечно, DevOps, это то, что близко программисту. И кажется мне, что даже программисты DevOps должны слиться воедино в перспективе следующих 10 лет. Как будто бы это такая отмирающая активность DevOps. Мы должны прийти к формату, в котором написать просто пайтоновский скрипт или набор пайтоновских скриптов должно быть достаточно для того, чтобы получился веб-сайт. Нам не нужно будет больше думать о том, как это деплоить. У нас будут системы, которые подхватывают все это автоматически и понимают, как из набора скриптов сделать веб-сайт. И когда они этого делать не смогут, они нам будут говорить: у вас вот в этом месте такие-то ошибки. Причем говорить будет какой-то чат GPT. И мы будем даже, возможно, не отвечать на это, а просто говорить: ну так и исправь эти ошибки. И он будет исправлять эти ошибки, и на этом все. DevOps как такового не нужно будет иметь. Дальше. Вас знают как перформера, известный выдающейся продуктивностью. Изучали ли вы секрет сверхпродуктивности великих ученых в истории? Что, на ваш взгляд, было ключевым секретом? Как они добились успеха? Я думаю, что успех и продуктивность – это разные вещи. Можно быть очень продуктивным, например, в количестве страниц текста, которые вы пишете в день. Можно писать очень много книг. Можно писать очень много Java-кода, как иногда я делаю. И я знаю программистов, которые тоже это делают. Но успеха можно достичь, нажав в нужный момент нужную кнопку или подписав в нужный момент нужный документ. Или просто в нужный момент родившись в нужной семье. Успех и продуктивность мало связаны, мне кажется. Более того, мне кажется, что зачастую продуктивность мешает успеху. Продуктивность – это результат труда, это результат производства. Отсюда и продуктивность. Результат создания чего-то. Это результат созидания. А для того, чтобы трудиться и созидать, нужно любить это делать. И нужно делать этого много. И когда ты это делаешь много, ты перестаешь обращать внимание на то, успешен ли ты. Ты перестаешь смотреть по сторонам. Ты перестаешь оценивать себя относительно других людей. Ты перестаешь гнаться за успехом. Тебе просто нравится то, что ты делаешь. Вот нравится писать на Python. И буду писать на Python, только подносите еду и дайте поспать раз в день. А успех, спросят у тебя. А ты скажешь: так это и есть успех. Вот я сижу, пишу на Python, и это мой успех, я добился успеха. Но вам многие скажут, что успех так не достигается. Успех достигается в основном ленивыми людьми, которые ленивые и талантливые, я думаю, к успеху пригодные. Он не будет с удовольствием писать код целый день. Он будет искать, как бы ему его не писать, и как бы придумать что-то такое, чтобы успех получить. Так что анализировать этих ученых, я не думаю, что ученые – это успешные люди. Они сверхпродуктивные, да, потому что они любят то, что они делают. Но посмотрите на этих ученых, сказать, в критериях успешности капиталистического мира. Сколько у них денег, сколько у них славы при жизни, сколько у них, не знаю, того, что есть, например, начиная с Илона Маска и заканчивая Аллой Пугачевой. А это считается успехом, так или иначе. Это либо деньги, либо слава, либо власть. Вот 3 критерия успешности.
А у ученого что? Ни славы, практически никогда ее нет при жизни. Мало ее при жизни, мало при активной жизни. У него появляется слава, когда ему 70 лет. Это уже время, когда поздновато пользоваться успехом. А при жизни ему 40 лет, какой у него успех? Он весь в работе, его еще пока мало кто знает. Ни славы, ни денег, ни власти. Так что думайте, кем вам быть. Дальше. Я senior UI дизайнер. Начинаю учить Swift. Вопрос. Как продать свой опыт дизайнера-программиста? Ценятся ли гибридные специалисты? Дизайнер-программист. Думаю, что, не специалист я в этой теме. Я не могу сказать, что я покупаю или продаю дизайнер-программистов. Но думается мне, что лучше все-таки выбрать что-то одно. А второе, пускай у вас будет вспомогательным навыком или хобби. Пишите в своем резюме: я программист на JavaScript. Но, кстати, я еще люблю рисовать картинки в свободное от работы время. Тогда будет понятно, кто вы. А если вы говорите дизайн-программист, то как будто бы дизайнер у нас уже есть. Зачем нам вас брать, если вы будете конфликтовать потенциально с нашим дизайнером? Или наоборот, программист у нас уже есть, а вы приходите, от вас нужен дизайн, а вы будете рассказывать, как JavaScript писать. Тоже будете как-то конфликтовать. Это ситуация, которая мне как работодателю потенциальному не видится правильной. Я не захочу такой найм устраивать. Я лучше выберу того, кто четко спозиционирован. Дальше. Так, этот вопрос мы разбирали ровно на прошлом стриме, поэтому пропускаем. Что я думаю про так называемый work-life balance? В таком подходе получается, что у человека work – это не часть life, а что-то отдельное. И 2/3 своего дня он выжидает, когда начнется life. Да, действительно, я к этой концепции work-life balance отношусь не очень с энтузиазмом. Мне кажется, что это какая-то бинарная классификация на жизнь и работу, которая дискредитирует работу, ее ценность, ее самоцель, ее самоценность. Как будто бы жизнь – это то место, где я живу, а работа – это то, что я делаю для того, чтобы жить. Мне кажется, что то, что я делаю на работе, то, что я делаю за компьютером, вот сейчас, например, это и есть мой life. Это не work. Я не делаю это, потому что мне нужно это делать. Я делаю, потому что я это люблю делать. И если вам приходится иметь work-life balance, то я бы посоветовал задуматься над тем, ту ли работу вы выполняете. И так ли вы к ней относитесь, как должны. Но, к сожалению, у многих программистов это есть, потому что они программируют то, что им не нравится. В той среде, в которой им не нравится, с той командой, которая им не нравится, и в том проекте, к которому они не испытывают никакого интереса. И, конечно, им это все как 8 часов в поле пахать. Даже, мне кажется, люди, которые пашут в поле, и то испытывают больше удовольствия, чем эти кодеры на галерах, которые выполняют совершенно бестолковую работу, скучную, неинтересную, рутинную, еще и в некачественном коде, легаси-коде, который написали люди, которым было плевать на то, что они пишут. И вот нужно сидеть и фиксить баги в этом всем. Конечно, это все очень неприятно, и мы начинаем искать balance, work-life balance. Говорил вам много раз, выход из этой ситуации я вижу самый простой, это open source. Создавайте свою территорию удовольствия на работе. Создавайте свои проекты, выносите в эти open source репозитории части вашего продакшн кода. Идите к своему начальнику и говорите: я хочу вот эту маленькую библиотечку из 3 функций вынести и выложить на GitHub. Я буду ее мейнтейнером. Она, мне кажется, полезна для всех остальных. А она не может быть не полезна, потому что вы же ее создали почему-то. Значит, вы не нашли на рынке такого решения. Откройте свой репозиторий, в котором десятки, сотни, тысячи функций и классов, и модулей. Вы все это написали почему? Потому что вы не нашли на рынке этих решений. То есть такого не было на GitHub. Значит, все это можно на GitHub опубликовать. Это значит, нужно людям, не вам же одним. Да, что-то из этого является уникальным, и вы это публиковать не хотите, потому что коммерческая тайна украдет конкурент и станет таким же успешным, как вы. Как много из вашей кодовой базы действительно ценно вашим конкурентам. Действительно можно украсть, чтобы нанести вам вред, ущерб и вырваться вперед на рынке.
20%, 10%, малая часть вашей кодовой базы должна быть закрыта. А все остальное это вспомогательные библиотеки, обвязки, инструменты. Выносите их наружу, делайте open source. И там реализуйтесь. И вы таким образом найдете прекрасную комбинацию. Вы будете разрабатывать ваши open source инструменты. Они будут интегрированы в вашу основную корпоративную enterprise кодовую базу. И при этом вы будете получать удовольствие от того, что находитесь там, где красиво все написано. Выиграют все. И ваш работодатель, и вы, и open source комьюнити. Но искать work-life balance – это только хоронить себя. Вы просто лучшие годы своей жизни, лучшее время своей жизни, светового дня тратите на то, что не приносит удовольствия. Вы же, это рабское существование. Я понимаю, что мы все так или иначе рабы в современной, вообще не только в современной, в существующей уже много сотен лет системе управления людьми. Но старайтесь быть все-таки поменьше под рабовладельцем, поменьше все-таки работать на него, а работать на себя, на свое удовольствие. А у него забирать только деньги для этого, у него получать зарплату, пускай он вас кормит, он на вас должен работать, а не вы на него. Такая у вас должна быть в голове философия. Вы должны понимать, приходя на работу, что он вам должен. Он вам должен дать интересный проект, он вам должен заплатить, он вас должен содержать, а вы должны в этот момент людям приносить пользу, людям, цивилизации, обществу, а не этому конкретному капиталисту, который пытается на вас нажиться и сделать себя богаче. Ему просто не повезло, что он вас нанял, а вы будьте хитрее, делайте вид, что вы приносите ему пользу, а сами приносите пользу цивилизации, людям вокруг. Капиталиста через 10 лет не будет, и мы забудем, как его звали. А вы сможете за эти 10 лет создать что-то, что будут пользоваться люди и через 10 лет, и через 20. Да и просто в этот момент будут пользоваться люди, не только приносить пользу одному какому-то конкретному индивидууму или бизнес-группе. Так, дальше вопрос. Нужно ли писать тесты на стадии MVP? У меня на блоге есть статья, которая про TDD, про Test Driven Development, и там показано прямо на графиках, в какие моменты проекта нужно писать тесты. Поищите прямо по ключевому слову TDD. Я думаю, что тесты нужно писать на этапе, вернее, в тот момент, когда у вас уже получился скелет. Это не только я так думаю, это, в общем-то, устоявшееся мнение, что юнит-тесты, интеграционные тесты мы начинаем писать после создания рабочего скелета. А рабочий скелет любого приложения должен создаваться в течение, 2-3 дней, это максимум, а лучше в течение 2-3 часов. Вы должны быстро уметь набросать решение, которое более-менее рабочее, и уметь его запустить. А дальше сверху накладывать уже тесты. Так что можно сказать, что, наверное, на стадии MVP, да, наверное, мы, не наверное, а наверняка пишем тесты. Мы пишем тесты не для того, чтобы понравиться кому-то, не для того, чтобы отработать время, выделенное на написание тестов. Мы пишем тесты, потому что без них мы не можем. Мы пишем их для того, чтобы они помогали нам писать остальной код. И вы у меня спрашиваете, в какой момент нужно писать тесты. Чем раньше, тем лучше. Они вам помогут, они вас спасут, они вас вывезут, они вам будут ускорять разработку. Вы будете легко добавлять новый функционал, и тесты будут вас поддерживать, каждый раз пробегаясь по всему написанному коду, добавляя уверенности вам, что вы не ломаете то, что написали минуту назад. Попробуйте поиграть с каким-нибудь интерактивным агентом для написания кода. Claude Code или каким-то другим open source. Он плохо себя ведет, если у него нет тестов. Он будет путаться, он будет долго писать, он будет повторяться, и он в итоге все равно сам начинает пытаться создать какие-то тестовые сценарии, тестовые вспомогательные файлы. А если вы с самого начала, начиная с ним работать, говорите ему,
Напиши мне приложение, которое делает это и это, и к нему напиши обязательно тесты, и добавь к нему систему сборки. Он очень быстро понимает, о чем идет речь, обкладывает ваш код достаточным количеством теста, добавляет туда какой-нибудь make-файл, и дальше ему легко. Он начинает добавлять новый код, и каждый раз запускает тесты, он понимает, что нужно делать, что нужно каждый раз проверять то, что вы кодите. И скорость разработки увеличивается. Дальше. Как ты считаешь, если у тебя работа 9 часов за компьютером, и ты не программист, а после нужно как минимум еще 3 часа поработать для развития, чтобы стать программистом? Да, вполне себе бывает такая ситуация. Ну, и это я не думаю, что это трагедия. Я думаю, что бывали времена, когда люди работали по 16 часов, 8 на одной смене, 8 на другой, а потом ночью еще учились и читали книги, и революцию делали в таких условиях. А вы причитаете, что у вас 9, а потом 3. 9 плюс 3 это всего лишь 12. Это даже не 16 рабочих часов. Не жалейте себя. Не нужно это вам не помогает. Не то, что я хочу вас обидеть и сказать, вот вы бездельник, но вы сами себе не помогаете таким отношениям, если вы причитаете относительно той ситуации, в которую вы попали. Я вот сегодня слушал стрим Романа Василишина, одного из моих любимых авторов и блогеров. И он говорил: ребята, понимаете, что сейчас у вас белая полоса. Вот живите с таким настроением. У вас черная полоса будет позже. Не нужно наоборот думать. Не нужно думать, что сейчас у нас черная полоса, а потом когда-нибудь будет белая. Сейчас я буду по 9 часов работать, по 3 часа буду учиться, и когда-нибудь наступит счастье. Счастье уже сейчас. Вот этот момент жизни сейчас для вас, 9 часов, 3 часа, это и есть идеальные условия для вашей жизни. Наслаждайтесь, получайте удовольствие. Все эти 3 часа радуйтесь, что вы этим занимаетесь. Все 9 часов радуйтесь, что вы занимаетесь этой работой. И та активность должна приносить вам радость, потому что это белая полоса в вашей жизни. Она сейчас. Дальше. Кажется неправильным принижать людей за то, чем они работают и что приносит им удовольствие. Например, если кому-то нравится WordPress, то зачем такого человека осуждать и насмехаться? Ну, давайте с конца начнем. А почему бы не поосуждать и не понасмехаться? Какая в этом проблема? Я думаю, что этим занимались все великие люди в истории человечества. И насмехались, и принижали, и, как вы говорите, осуждали. Я думаю, что это активности, которые свойственны людям мыслящим. Мы смотрим на то, как делают другие, и решаем, будем мы так делать или нет. Мы либо осудим их за их действия и таким образом создадим для себя некую новую модель поведения, либо согласимся с тем, что они делают. И вот эта либеральная, пурпурная философия о том, что никого осуждать не надо, и ко всем нужно быть толерантным, и все нужно принимать, что бы ни было, но мне кажется, она совершенно деструктивна, несозидательна и не ведет к вашей же собственной силе внутренней. Не так должно быть общество организовано. Оно должно организовано быть в формате черное-белое. Есть что-то черное, есть что-то белое. И наша задача отделять черное от белого. Таким образом мы растем, таким образом мы совершенствуемся. Если да, мы видим человека, который использует WordPress, и мы думаем, что WordPress это плохая система, например, я так думаю, то я с удовольствием такого человека буду осуждать. А он пускай осуждает меня за то, что я делаю как-то не так, что в его картине мира считается правильным. Мы послушаем друг друга и найдем решение, выйдем из ситуации взаимного осуждения через улучшение. Какой-то мне попался ролик недавно в Инстаграме. Может быть, вы видели, там Лариса Долина в каком-то таком диалоге с какой-то молодой певицей, я не помню, как ее звали. И Долина ей предлагает спеть несколько нот, и эта молодая певица спеть не может, видимо, слуха у нее нет или голоса, не получается у нее. И Долина ей говорит: ну как ты певицей-то собираешься быть? Как ты? Почему ты вообще думаешь, что ты должна быть популярна? А та ей отвечает, молодая эта девчонка. Она говорит: а я пою так, как я хочу. И каждый человек должен иметь возможность спеть так, как он хочет. Должна быть свобода. Проявление себя. Свобода самовыражения.
А Долина ей говорит: ну ты пой без проблем, как ты хочешь, но только дома у себя, в душ зайди и там пой. А та говорит: нет, а вы зачем меня ограничиваете? Я хочу петь на сцене, хочу петь неправильно, в ноты не попадать и на сцене. А вот такое мое желание, я так жить хочу. А вы мне запрещаете. Я родился вот такой бездарный, например, без слуха, без голоса. А вы меня еще и добиваете, вы меня еще на сцену не пускаете. И Долина толком сказать не могла ничего, я ее понимаю. Тут сложно придумать аргументы на ходу. Почему такая позиция, не то что странная, но она не выдерживает даже такой прямой, очевидной критики. Непонятно, как ее покритиковать. Я вот уже по прошествии нескольких дней после этого ролика могу только на защиту Долиной встать и ее философии. Сказать, что есть люди, у которых нет таланта, есть люди, у которых бездарности. И этих людей большинство. Большинство, многие из нас с вами, я в том числе, во многих вопросах бездарны, некомпетентны. Да просто глупы, у нас просто мало интеллекта, мы просто неразвитые, многие из нас. Но некоторые из нас одарены, некоторые из нас трудились, чтобы создать хороший продукт, например. Некоторые из нас создавали системы лучше, чем WordPress. А некоторые создали WordPress, на который смотреть невозможно. Мы должны разделить одних от других. Одного мы на сцену выпустим, а другого мы закроем в комнате и скажем: пой там, не выходи, сделал ты WordPress. Маме своей покажи его, бабушке, вот и на этом ограничимся. Не нужно его выпускать в продакшн. И таким образом мы построим общество более качественное. Путем, так сказать, поощрения талантов. И, конечно, цензурирование всего остального. Цензура – это основной ингредиент качества, как в программировании. Вы не можете программировать каждый, кто как хочет. Был у меня так когда-то один знакомый, который говорил: мы не используем статические анализаторы и стайл-чекеры, потому что каждый программист волен самовыражаться в исходном коде. Ну как ему на это ответишь? Это философия, это не вопрос техники. Он знает, что такое статические анализаторы, он грамотный программист, он мог бы их использовать, но у него такая философия, он считает, что нужно каждому дать свободу выражать свои бестолковые мысли на бумаге. Это петь хочет без голоса, этот хочет кодить без понимания того, как кодить правильно. Что мы в итоге получаем? Мы в итоге получаем некачественную музыку и эстраду и некачественные продукты. Только через цензуру, только через борьбу с плохим мы получаем хорошее. Надеюсь, я вас убедил. Идем дальше. Расскажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, можно развивать сферу информационных технологий в региональном вузе? Как в целом развиваться в сфере образования? В региональном вузе. Вопрос хороший. На самом деле проблема понятная. Да, действительно, в региональных вузах сложнее, потому что, я думаю, по двум основным причинам. Там нет преподавателей и там нет студентов. Тех самых талантливых студентов, о которых я поговорил минуту назад. И тех самых преподавателей. Потому что там, естественно, причина основная: нет денег. Они переезжают в центральные вузы, и там все у них, и деньги, и самореализация. Я думаю, что в региональном вузе, как бы я действовал. Вот я, попав, например, в региональный вуз, куда-то в небольшой город, под волей судеб оказался там. Я бы попытался выбрать какую-то узкую нишу для себя. Даже если бы я был бы просто преподавателем информатики. Просто первый, второй курс, бакалавры, молодежь, общий там информатика, программирование мне нужно им преподавать. Я бы все равно не программирование преподавал, а выбрал бы какую-то более узкую тематику. Например, я бы, изобрел бы свой язык программирования. И на нем бы все преподавание строил. Такой, причем радикальный какой-то язык, который бы отличался от Java, C++ и всего остального. И продвигал бы эту тему. Это бы вызывало, конечно, любопытство, недовольство в какой-то степени, вызывало бы, может быть, отторжение. Но таким образом я бы создал такой некий микромир в этом университете. Такую микровселенную, вокруг которой, возможно, какие-то орбиты бы и
закрутились, какое-то движение вокруг этого бы началось, потому что я бы себя как-то индивидуально преподнес в этом вузе локальном. И, может быть, тогда появился бы интерес из других вузов. Может быть, тогда на меня бы обратили внимание. Я бы какую-то конференцию сделал локальную при моем, условно, самарском вузе, например, каком-нибудь. Я бы делал там конференцию, посвященную моему вот этому странному языку программирования. Ежегодная конференция или по какой-нибудь библиотеке. Придумал бы библиотеку для машин-лернинга, какую-нибудь уникальную. И по этой библиотеке создал бы конференцию. На эту конференцию приходило бы 3 человека. Но она бы была, я бы ее проводил, я бы эту активность бы развивал. То есть пытался бы индивидуализироваться. Это бы, наверное, помогло. По крайней мере, это дало бы мне ощущение осмысленности моего бытия. Я был бы теперь уже не на задворках цивилизации, а я был бы центром, пускай маленькой, но своей цивилизации. Я не смогу в Самарском вузе стать центром IT-мира России, не получится. Но я могу стать центром своего языка программирования и все, что вокруг него происходит. Пускай это в Самаре, да, пожалуйста. Как в Америке существует масса локальных таких провинциальных университетов, в которых рождаются интересные вещи. Потому что там люди, я думаю, действуют примерно так же. Они не пытаются конкурировать с Массачусетсом и со Стэнфордом. Они локально строят свое комьюнити и в нем создают какой-то шедевр. Пускай это может быть не шедевр, но они его пытаются создать. Дальше. Можете ли вы позволить себе работать до конца жизни? Являетесь ли вы свободным человеком в финансовом плане? Нет, не могу позволить себе. Во-первых, не знаю, сколько до конца-то осталось, какое-то количество лет, но не могу позволить. И это во многом проблема. Вы же спрашиваете, наверное, не про меня, а про себя во многом. Как вам планировать свою пенсию? Общество не дает нам гарантии, не дает нам защиты. Это не Советский Союз, в котором человек, выходя на пенсию, жил лучше, чем люди живут до пенсии. Я помню своих дедушек, бабушек, они жили в финансовом плане более обеспечены, чем мы, которые только начинали свой путь. Потому что у них были деньги регулярно поступающие, а расходов у них уже практически не было. Мы такого позволить себе не можем, так что думаю, что это такая проблема, которая мешает во многом профессиональному развитию. Потому что вместо того, чтобы развиваться профессионально, вы думаете о том, как обеспечить себе этот тыл, как заработать денег. А заработать денег, как мы поговорили несколько минут назад, это не всегда или почти никогда не одно и то же с продуктивностью и с творчеством и с удовольствием. Для творческих людей, по крайней мере, это обычно цели в разные стороны направленные. И вам приходится вместо того, чтобы творить, превращаться в, так сказать, искателя финансового успеха. И во многом вы свои таланты должны будете на время отложить в сторону, в лучшем случае на время. Так, дальше. На вопрос, сколько зарабатываете, вы ответили, сколько справедливо выделяет окружающая среда, про баланс мировых процессов. Да, было такое. Как такое мировоззрение укладывается с вашей же критикой капитализма? Интересный вопрос. Я критикую капитализм, безусловно. Я считаю, что капитализм – это несправедливая и неэффективная модель управления обществом. Она живучая, она очень живучая, но она максимально опирается на наихудшие человеческие качества. И во многом поэтому она и выживает. То, что она выживает последние, не знаю, какое-то количество сотен лет, это не значит, что она будет всегда. Она не значит, что она с нами останется навсегда. Может быть, в нашем жизненном пространстве она будет, но надеюсь, что ее что-то сменит более эффективное. Но одновременно с этим я нахожусь в этой среде. Я не могу сказать... давайте так, разделим философию, разделим философское отношение к жизни, то есть анализ жизни, философствование и практические задачи, которые я перед собой ставлю. В практической плоскости я ставлю задачу по-большому, это, если не смену капиталистического режима на какой-то более эффективный, то, по крайней мере,
принесение определенного как-то внесение определенного вклада в этот процесс. Что-то я хочу все-таки сделать, чтобы капиталистический строй, если не рухнул, то пошатнулся. Вот такую миссию я себе в жизни определил. Через IT решения, потому что я в этом понимаю, в IT. На баррикады я влезать не буду, я не революционер профессиональный и стрелять ни в кого не буду, но я могу сделать такие IT-решения, которые потенциально могут капиталистический строй изменить. Но пока это все происходит, я с философской точки зрения понимаю, что Вселенная или, не знаю, космос, или как ни назовите, он со мной как зеркало работает. Какой я, такой и он ко мне. Что я ему показываю, то он мне и возвращает. То есть я достоин того, что я имею. И если я хочу иметь больше, то мне нужно в это зеркало показывать не дулю, а что-то более интересное. И мне в ответ покажут тоже больше. И это неважно, тут уже неважно, капитализм, социализм, или я в этот момент, не знаю, в спортзале нахожусь, и я могу злиться на эти тренажеры и считать, что они должны дать мне больше, и я достоин большего, и должен подтянуться больше, потому что я же могу. А можно понимать, что я столько раз подтягиваюсь, сколько натренировался. Хочешь больше подтягиваться? Ну, будем больше тренироваться. Никакой злости и никакого дисбаланса стараюсь не чувствовать, стараюсь его в себе не культивировать. В балансе. Мы в балансе. Я получаю то, что отдаю. Кто такой, это следующий вопрос, кто такой архитектор и что он должен делать? Какие результаты его труда? Арсений спрашивает. Архитектор – это человек, который является автором продукта, который создается. Автором. Кто такой режиссер в кино? Фильм делается сотнями людей. Большой фильм делается несколькими сотнями человек. И у него есть режиссер у этого фильма. Когда мы смотрим фильм, мы знаем, что этот фильм сделал этот режиссер. Да, при этом еще в нем участвовало 100 других человек. Актеры там были, оператор там был обязательно, гримеры, масса ролей. Но сделал его режиссер. То же самое в программном продукте. За продуктом должен стоять один человек, который решает, как этот продукт будет сделан. Если у вас такой человек есть, то это замечательно. В большинстве команд такого человека нет. Я недавно разговаривал с, не буду называть название продукта, но крупный российский продукт на IT-рынке. Я разговаривал с менеджером, кто стоит практически во главе, или практически во главе, или просто во главе это разработки этого продукта. Я говорю, кто у вас архитектор? Без всякой претензии, я просто спросил, кто у вас архитектор, кто создал этот продукт, кто его создает или кто его создал, кто главный-то, технически главный. И он мне говорит, трудно такого человека найти. Вот такой был ответ. И это не его вина, это действительно трудно, это вина менеджмента, это ошибка менеджмента, это и нежелание одному человеку разрешить снимать кино и быть режиссером, и неумение найти такого человека и дать ему эти полномочия. Это целый комплекс факторов. Как-то в кинематографе они решили эту проблему. У них всегда есть режиссер. Если режиссер сказал, что этот актер не будет здесь сниматься, значит, он здесь сниматься не будет. Если режиссер сказал, что камера должна стоять левее, то она будет стоять левее. А если режиссер не согласен, то он просто увольняется. Он нормальный, качественный режиссер, он не продолжает снимать фильм, если он видит, что его решения не претворяются в жизнь, если он не имеет достаточно власти. То есть архитектор – это человек, облеченный максимальной властью в техническом продукте. И вы спрашиваете, какие результаты его труда и что он должен делать. Что он должен делать? Он должен, я думаю, самое главное – это на разных стадиях продукта по-разному. Тут я одной фразой, наверное, не отделаюсь. В начале пути, когда мы только создаем продукт, тот самый MVP, первые версии, то, наверное, архитектор – это тот человек, который отсекает лишнее. Хотя, может быть, эта фраза подойдет и на всем промежутке, на всем жизненном цикле. Отсекает лишнее. Это человек, который решает, где мы и чего делать не будем. Зачастую это главная его роль. Он должен
иметь власть, иметь силу, иметь полномочия для того, чтобы сказать: ты не прав, тебя мы слушать не будем. Это мы так делать не будем. Здесь мы вот такой формат не приемлем. Вот такое форматирование документации неприемлемо. Такая структура базы данных не подойдет. Как в архитектуре, да, есть же такое известное выражение, известная фраза, как сделать скульптуру. Нужно просто взять кусок камня и отсечь лишнее. Я не помню, кто это сказал, кто-то из великих. Также и архитектор. Он должен взять команду людей, взять заказчика, взять тестеров, взять менеджмент, взять спонсоров, инвесторов. Все это собрать вместе в эту единую глыбу камня. И потом решить, кого мы уволим, какое решение мы не примем, от какого заказчика мы откажемся, с какими пользователями мы работать не будем, а все остальное останется. То, что он не отсек. Ну и какой результат его труда? Это продукт. Он должен быть горд тем, что он создал, и он отвечает за продукт. Он не просто имеет полномочия. У меня есть статья на блоге на эту тему. Поищите по ключевому слову «архитект». Она этот вопрос раскрывает. Он не только имеет максимальные полномочия, но он еще и несет максимальную ответственность. Он должен быть максимально наказан, если продукт не получился. Ответственность – это про наказание. Вот должна быть у него его степень наказания должна быть максимальной. Ответственности максимум и полномочий максимум. Он может любого из проекта выгнать, любое решение он может вычеркнуть, любое решение любого, в общем, что угодно он может отменить, но при этом, когда мы условно в космос не полетим, ракета наша взорвется, он должен понести максимальное наказание. Ну, да, сами дальше думаете, какие это могут быть наказания. Дальше. Смотрю ваш GitHub, и складывается ощущение, что в основном вы работаете с YAML bash файлами. Не вижу, как вы создаете классы, методы, пишете функционал и как применяете ООП во всей красе. Правильное замечание. Я действительно не так много пишу классов и методов в том плане, что не так много коммитов делаю. Это еще раз к той теме DevOps, о которой мы говорили. Много очень усилий уходит сейчас на оформление кода. Я, по-моему, в каком-то стриме об этом говорил. Я 80% времени трачу на танцы вокруг кода. И только 20% на, собственно, написание этих вот строк кода и создание методов и классов. Если вы хотите посмотреть на то, как я это делаю, смотрите просто на итоговый результат. Открывайте репозиторий и смотрите не на историю коммитов, а на, собственно, код, который там лежит. То есть у меня будет один коммит, это я положу туда исходный код, и 10 коммитов, это я буду настраивать continuous integration. Так это выглядит. Само написание кода происходит более-менее быстро, а потом начинаются всякие инструменты, которые меня контролируют, навязывают мне какие-то правила. Я должен прислушиваться, должен тесты фиксить, должен деплоймент фиксить, должен делать так, чтобы тесты проходили и на Mac, и на Ubuntu, и на Windows. И это все будет еще 10 коммитов к моему первому одному коммиту. Дальше. Сейчас, когда искусственный интеллект может генерировать код за секунды, стоит ли вообще тратить время на чистый код? Может, проще потом перегенерировать заново, чем рефакторить? Ну, Александр, вопрос такой тяжелый. Вы знаете, я понимаю, о чем вы говорите, и это на самом деле горько и печально, что так происходит, но такова новая реальность. Действительно, агенты, AI-агенты, они пишут код быстро и зачастую неплохо, и пишут так, что он работает, и даже, может быть, пишут более-менее чисто. Можно их так настроить, можно им дать такой стартовый промпт, можно их дообучить, и они даже будут писать более-менее неплохо. И, конечно, возникает вопрос, нужен ли нам... Вот я ради эксперимента потратил несколько часов, буквально на днях, и сделал инструмент на языке Go, который я не знаю и пока не изучал. И я, не написав ни одной строчки кода, не притрагиваясь, только давая инструкции к лот-коду,
сделал целиком полностью продукт. С readme файлом, с continuous integration, с юнит-тестами, с интеграционными тестами, со всей историей, с комментариями. Ну, полноценный продукт. Я не знаю, что там внутри. Я не смотрел исходный код, не открывал. Вот файл с самим этим Go, с Go программой, там получилось у меня 3 файла. Один файл основной, 600 строк, и 2 файла один файл юнит-тесты, и второй файл интеграционные тесты. И там в каждом по 1000 строк. Огромные файлы он создал, но все работает. И я не смотрел внутрь, не знаю, что там. Вот такая история. И на это у меня ушло несколько часов. Я за эти несколько часов написал много параграфов английского текста. Просто сидел и рассказывал ему, что я хочу, чтобы там было. Давал ему комментарии, запускал этот инструмент, видел, что он не работает, поправлял. Он все это слушал, вносил изменения, добавлял тесты. Это все в open source. У меня на GitHub в открытом виде лежит. Зачем я все это рассказал, да? Ну, кажется мне, что я все это смог сделать, потому что я понимаю, как устроен программный продукт. Потому что я понимаю, что такое юнит-тесты и интеграционные тесты. Потому что я понимаю, в какое место нужно ему носом ткнуть, чтобы он сообразил и поправил. Потому что я все-таки эти промпты писал осознанно, осмысленно. И я думаю, что не каждый, не любой программист может написать промпты правильно. Нужны какие-то знания для этого. И чем больше этих знаний, тем этот процесс получается эффективнее. Я даже когда это писал, я вот думал, когда я сидел, управлял им, я думал, а почему бы не устроиться на 3 работы удаленно? И просто Java-программистом или каким угодно программистом. Пускай они дают мне свои задачи, я буду сидеть с 3 открытыми мониторами с этим Cloud-кодом, заплачу за этот Cloud-код $200 в месяц за премиальный пакет и буду получать на каждой работе по несколько тысяч долларов в месяц. И они будут все втроем думать, что я full-time работаю на них. Может быть, каждый из вас так и должен сделать сейчас. Почему бы нет? Я вам говорю, что я за несколько часов, не написав ни одной строки, создал то, что средний программист делал бы, не знаю, несколько дней, наверное. И за это получил бы вполне себе, сколько в день получает программист на удаленке? $300, может быть, 400. Так это будет, видимо, в перспективе. Мы уже к этому пришли. Вот уже это не будет, это есть. Но хочется верить, все-таки хочется верить, что это возможно, такой режим возможен, потому что я понимаю, что там внутри. Это лучший ответ, что я вам мог дать. Я лучше не скажу, потому что, к сожалению, сам не знаю, как с этой новой реальностью. Так, дальше вопрос. Я капитан CTF команды. CTF — это, для тех, кто не в курсе, это такие команды для специалистов по безопасности. Capture the flag. Они там соревнуются, кто лучше сможет сервер сломать и найти там этот флаг. Значит, я капитан CTF команды, но прогресс идет медленно. Убирать участников сложно, новых почти нет. Выбирать участников. А формат командный. Как можно наладить более эффективную работу в этой ситуации? Я думаю, что для того, чтобы вы могли выбирать себе в команду людей, вы должны быть сами хорошим игроком и иметь хорошую репутацию. К вам же в команду пойдут зачем? Чтобы с вами вместе выигрывать. Если вы хотите набрать команду тех, кто не знает, как выигрывать, и вы тоже не знаете, то, наверное, у вас получится. Вы сможете набрать, если вы на нулевом уровне. Но похоже, что вы не на нулевом уровне. Старайтесь просто свои поднимать рейтинги. Я думаю, а уверен, что существуют сайты типа CodeForces, именно для CTF, на которых вы можете себе нагнать рейтинг и получить серьезный статус. Когда у вас такой статус появится, к вам сами люди придут, потому что вы будете нужны и востребованы как лидер, за которым можно пойти и получить себе эту репутацию. Тут человек пишет: я в 2017 году вас не понимал. Это было 8 лет назад. И был противником ваших идей. Я сейчас согласен со всем, что вы говорите. Я в компании продвигаю ваши идеи. Я что, постарел? Может быть. Я думаю, что если меня сейчас вернуть на 15 лет назад, то я бы наверняка со многими идеями, своими же, не был бы согласен. Возможно, возраст в какой-то степени определяет. Дальше.
Ну, тут давайте заканчивать. У нас осталось 5 минут. У нас еще философский вопрос, как вы помните. Почему так мало про санитайзеры в книжке Angry Tests? У меня есть книга Angry Tests. Кто еще не купил, тот уже и не купит на территории России. Она закончилась. Но на Амазоне купить можно. И там оставить свой отзыв можно. Она про тестирование. Первый том. Я планирую даже второй том написать, потому что материала очень много. Почему там мало про санитайзеры? Ну, мне показалось, что этого достаточно одной. Там про все мало. Там про каждую технику, про каждую концепцию написана буквально одна страница. Специально так, чтобы пройтись по всем. И у меня сейчас материала еще на 200 разных идей, техник, методов, принципов. Видимо, это такая зона тестирования, которая более богата на сложности, с которыми сталкиваются программисты, чем программирование. Так. Как часто у меня бывают упадки. Упадки бывают каждый день у меня. Какой браузер я использую? Chrome использую. Так, ну, давайте вернемся к вопросу о философии, потому что мы подошли к концу нашего эфира. Вопрос звучал так. Как справляться с чувством профессионального одиночества? Задавал его Александр. Когда рядом нет постоянной команды или коллег, которые бы годами работали над одним проектом и разделяли одну идею. Думаю я, что одиночество – это состояние доступное, или даже, так сказать, не только доступное, но присущее людям, у которых есть таланты. Чем у вас талантов больше, тем более вы будете одиноки. Чем у вас больше индивидуальности и ценности в вас, как в личности, как в человеке, тем меньше вы найдете единомышленников в своем ближайшем окружении. Если вы любите рыбалку, водку и сериалы, у вас будет очень много друзей. И вас все будут любить. Потому что вы такой же, как все. Нет в вас чем похвастаться. А если вы уже любите что-то более сложное и в чем-то более сложном разбираетесь, то вы будете одиноки. То же самое в программировании. Если вокруг вас нет этой команды, нет коллег, и нет тех, кто разделяет идеи, то значит значит вы не такой, как все. Значит, вы ищете этого, раз вы задаете такой вопрос. Значит, у вас есть таланты, у вас есть, может быть, нет талантов, прям талантов, но у вас есть стремление быть другим, быть лучше. Теперь вопрос, что делать с этим? То есть первое, мы определились. Если у вас одиночество, то радуйтесь. Одиночество – это то, что сопровождает любой талант. А второе, что делать? Благодаря интернету вы можете найти эту команду через океан. Вы можете найти эту команду в open source. Вы задаете в своем вопросе, делаете отсылку на open source. Вы можете найти коллектив, вы можете найти единомышленников, многих из которых вы даже не будете знать, как они выглядят и как их имена. У меня есть в некоторых open source моих проектах есть люди, которые участвуют в них, я не знаю, кто это. Но это продолжается в течение нескольких лет. Они пишут, присылают pull-реквесты, мы с ними общаемся внутри pull-реквеста, и я думаю, вот она, родственная душа. Вот человек, с которым я бы хотел поехать на рыбалку, условно. Но нет его, он где-то в Австралии, мы не поедем на рыбалку, мы никогда не встретимся, мы не знаем друг друга. У них даже фотографий нет у многих. Но дает нам это, слава богу, интернет, хотя бы такое виртуальное единство души, единство помыслов. Как построить постоянную команду внутри офиса, как сделать так, чтобы вы находились рядом с людьми, которые разделяют ваши интересы и имеют такой же уровень талантливости, такой же уровень компетенций технических, и при этом хотят развиваться дальше, но это удача во многом. Это
не представляю, как это можно запрограммировать и как можно это запланировать и получить. Не получите вы это. Одного, если найдете человека, слава богу. И то, скорее всего, у вас будет какая-то, в каких-то гранях вы будете иметь общность, но не во всех вопросах. В программировании у вас будет близость убеждений, близость принципов. А в вопросах, например, веры, например, он окажется ярым атеистом, а вы будете убежденным христианином. И все. И вы не сможете условно на рыбалку пойти. У вас будет контакт только на территории офиса, только в рамках одного проекта. Так, чтобы посчастливилось встретить человека, который в целом ряде вопросов с вами солидарен и разделяет ваши убеждения, это... Не будет такого, Александр. Не ищите это и примите тот факт, что вы одиноки. И пускай это одиночество будет для вас скорее исходным состоянием, а не болью, а не страданием. Радуйтесь этому, так скажем. Давайте на позитивной ноте закончим. Радуйтесь своему одиночеству. Оно приходит к тем, у кого что-то есть за душой. А у кого там пусто, они всегда будут не одиноки. Им всегда будет хорошо, их всегда будут окружать друзья, родственники и шумная компания. Все, я благодарю всех, кто пришел. Для меня это большое удовольствие с вами пообщаться. Нас сегодня было много. Приходите в следующий раз, также точно, в пятницу в 6 часов вечера. Если у кого-то вопросы,